Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика и инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Цена на нефть марки Brent может взлететь до $200 за баррель, пишет немецкий Билд. А рыночные буферы были почти полностью израсходованы за последние 70 дней. Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет $200 за баррель до окончания кризиса составляет 50/50, пишет эксперт Seeking Alpha. Александр, вопрос. Так все-таки мы увидим нефть по 200 или опять обманут? Дорогие друзья, у меня для начала просьба, вот прям сходу. Напишите, пожалуйста, какой анекдот вам пришел на ум после того, как Максим процитировал уважаемого, очень ценного эксперта. Вот давайте, байт на комментарий. Да, это байт на комментарий. Но напишите, посмотрим. Сколько? 100 человек подумали, 200, а может 1000 человек подумали об этом самом анекдоте. Короче говоря, дорогие друзья, наша шутка стандартная о том, что цена на нефть, если говорить о прогнозах, будет где-то в диапазоне от 50 до $1000, становится все менее и менее шуткой. Потому что, ну да, вот такая неопределенность. Знаете, 50/50. То ли 200, то ли не 200, то ли 150, то ли 250. Очень удобно. Нет, у меня нету претензий к самому эксперту. Понятное дело, что в текущей ситуации сказать, нефть будет стоить столько-то, это просто бессмысленно. Во-первых, ничего ценного в этом заявлении нет, ну, кроме того, чтобы использовать его как информационный повод. И серии, вот, такой-то сказал, что нефть будет стоить там $1000. И все, о, боже мой, $1000. Нет, здесь претензий к этому человеку нет, потому что действительно неопределенность слишком высокая. Слишком много неизвестных факторов, которые нужно учесть при прогнозировании того, что же там будет на рынке. Я немного о другом хотел бы сказать. Нефть уже и без того стоит 200 и даже более долларов за баррель. Когда мы говорим про цены, мы в реальности говорим не про цены. Мы в реальности говорим, как правило, про фьючерсы на месяц вперед. Это один из показателей, который, безусловно, очень важен для нефтяного рынка, но это один из показателей. И более того, если мы посмотрим на фьючерсы на месяц вперед и на цены, по которым нефть идет в данный момент, не на всю, не в среднем, а на отдельные партии, то мы увидим, что эти партии отдельные продаются и продавались в предыдущие периоды с конца февраля по ценам выше $200 за баррель. Ну, если физически вам нефти не хватает, а физически вам нефти не хватает, то вы будете стремиться к тому, чтобы купить любые объемы, если у вас есть спрос. Если у вас есть спрос, вам надо его удовлетворить. Особенно если этот спрос сохраняется в текущих условиях, поясню сейчас эту мысль. Если он платежеспособный, собственно говоря, вот и пояснение. Одно дело, если у вас есть спрос, но как только вы выкатите адекватную цену, исходя из ваших затрат на сырье, люди скажут, о, нет, спасибо, не-не-не-не, я по такой цене ничего покупать не буду, всем спасибо, все свободны, до свидания, мы пошли. Другое дело, если люди почешут затылки и скажут, ну, да, неприятно, конечно, да. Но что делать? Да, будем бухтеть, будем ругать правительство, но будем покупать по такой цене. В этой ситуации, во второй, вы за любые деньги купите нефть, переработаете, получите нефтепродукты, продадите конечному потребителю. Вы, это может быть даже несколько звеньев, это не обязательно одна компания, которая вот сама покупает, сама перерабатывает, сама реализует. Нет, это может быть трейдер, который понимает, вот тут замечательные люди сидят, которым очень хочется купить, просто страшно хочется купить вашу нефть. Потому что в этом регионе есть люди с деньгами, они за любые деньги эти нефтепродукты купят, а значит, вот эта нефтеперерабатывающая компания у тебя, у трейдера, купит любые объемы нефти, которые ты сможешь предложить сейчас, за любую цену, поэтому ты смело берешь там по $200, по $250. И в этом смысле цена нефти уже 200. Просто не всей нефти, отдельных партий нефти. Потому что кроме неопределенности информационной, неопределенности, которая касается будущего, когда же там конфликт завершится, когда восстановятся поставки, когда добыча, кстати, восстановится, прежде чем поставки восстановятся. Добыча же должна восстановиться. Она же тоже просела. Более того,
есть нарастающий эффект, то есть сначала было небольшое сокращение добычи, потом еще, и вот по итогам апреля, если оперировать данными, которые Международное энергетическое агентство публикует, ну, позвольте, мы ими сейчас будем оперировать, там еще больше сократилось предложение со стороны стран Персидского залива. Не будем углубляться в вопрос, почему так произошло, просто как факт. Предложение стало еще меньше. А значит, восстановление может занять более продолжительный период, чем предполагалось изначально. И поэтому открытие Ормузского пролива не означает моментальное восстановление поставок. С другой стороны, там же есть суда, в которые уже загружена нефть. Значит, пока восстанавливается добыча, пока восстанавливается стабильность работы, прокачки нефти, доставки до портов, загрузка в танкеры, уже есть танкеры с грузом, которые тут же будут проходить через Ормузский пролив, как только его полноценно откроют. И какие-то объемы, довольно значительные объемы нефти попадут на мировой рынок, там более 100 миллионов баррелей. Тут же попадут на мировой рынок. И в этом плане это позитивный, это позитивная составляющая вот этих размышлений о будущем. Но тут мы упираемся в вопрос, а закончится ли конфликт? А когда он закончится? А на каких условиях? А какие будут обременения после завершения конфликта? Ну, например, там, придется ли платить Ирану за проход через Ормузский пролив? А если придется платить, то сколько? А если получится, а если дорого, то или ваши судна вообще не пропустят? Тут вот, знаете, масса вопросов. Ваше судно могут вообще не пропустить, если все будет, опять же, в руках Ирана. Потому что вы, допустим, какие-нибудь ОАЭ, которые, успели немножечко рассориться со всеми в регионе, включая Иран, и, может быть, ваши суда пропускать не будут. Тут можно сказать, у них же есть нефтепровод, который сразу в Оманский залив выходит. Да, есть. Правда, он не обеспечивает прокачки 100% нефти, которую экспортируют Объединенные Арабские Эмираты. И, тем более, нефтепровод не обеспечивает прокачку нефтепродуктов, которые экспортируют Объединенные Арабские Эмираты. Но это другое дело. Это как бы размышления, еще раз, о будущем, которые влияют в большей степени на фьючерсы на месяц вперед. А у нас есть еще вопрос, который касается дня сегодняшнего. Вот этого нарастающего дефицита, который сейчас парируется за счет вброса, как предполагается, 400 миллионов баррелей со стороны стран вот этих вот объединенных Международным энергетическим агентством. Это у нас и Штаты, там 172 миллиона, если память меня не подводит, 172 миллиона баррелей собираются из стратегического резерва вбросить на мировой рынок. И Япония, тоже обладатель существенных стратегических резервов, тоже вбрасывает какие-то объемы на рынок. Там и Германия, там и Канада, там еще толпа стран. И вот все вместе они до середины лета будут вбрасывать в сумме порядка 400 миллионов баррелей. Это позволяет в данный момент парировать риски, часть рисков, связанных с нехваткой предложения. Но часть рисков. Вторая часть рисков парируется за счет сокращения спроса. По данным ОПЕК, по сути, во втором квартале спрос на нефть, точнее, потребление нефти сокращается существенно, там в пределах 2 миллионов баррелей относительно показателей первого квартала. Связано это с высокими ценами. У вас далеко не везде платежеспособный спрос. Более того, даже в регионах, где спрос крайне-крайне платежеспособный, про которые говорят, вот посмотрите, вот они нефть не добывают, бензин у них страшно дорогой, но по доступности бензина они опережают Россию. Они опережают ли многие страны Россию по доступности бензина? Безусловно. Но проблема вот в чем. Эти страны, население этих стран, как правило, почему-то не сравнивает свое благосостояние с благосостоянием окружающих. В том числе по какой-то необъяснимой причине. Они не очень склонны к тому, чтобы сравнивать свое благосостояние, скажем, с благосостоянием граждан Российской Федерации. Поэтому вот их не очень греет мысль о том, что, посмотрите, вот пусть у нас сейчас чуть ли не 2,5 евро за литр просят. На самом деле чуть меньше, но я позволю себе для некой драматичности округлить в сторону повышения.
Пусть просят почти 2,5 евро за литр, но зато в России доступность топлива кратно ниже, чем у нас. Ну вот кого-нибудь из граждан Германии это обстоятельство успокоит? Нет. Они скорее будут сравнивать свои текущие расходы со своими вчерашними расходами и будут делать вывод: погодите, я сейчас буду платить в 1,5, а местами в 2 раза больше, чем платил вот в прошлом году. А значит, мои планы на лето надо резко пересматривать. В каких-то аспектах эти планы потребуют в 2 раза больше денежных вложений. А может еще больше, кто его знает, что там с нефтью будет, что будет с нефтепродуктами. Может быть, мне не надо никуда ехать. Может быть, я лучше дома посижу. Отпуск проведу с семьей дома. Ну, либо там походим в парке, погуляем, походим там по улице, туда-сюда походим. Не будем ездить. Лететь не будем. И тут возникает вопрос уже, который поднимался, по сути, с апреля, о том, что какое-то количество рейсов отменяется. И вот какое-то количество рейсов отменяется. Крайне отличное от нуля. Очень сильно отличное от нуля количество рейсов отменяется. Потому что керосин подорожал. Потому что не хватает нефти для производства керосина. Или потому что ряд направлений традиционного отдыха сейчас стали менее привлекательными. Или потому что люди смотрят на подорожавшие билеты, смотрят на свой кошелек и понимают, что несмотря на их высочайшую платежеспособность, в среднем, в общем, знаете, средняя температура по больнице, вот конкретно этот потребитель в этом году решил никуда не лететь. Вот он думал полететь в ОАЭ, а теперь он не думает лететь в ОАЭ. А этот думал полететь в Турцию отдохнуть. Например, гражданин Германии решил отдохнуть в Турции. Они так делают. Потому что там дешево. А сейчас он не полетит. Потому что, сколько стоят билеты. Да я ж на это не рассчитывал. Я денежки откладывал, а теперь надо, оказывается, больше. Не, вы знаете, не. Не, посижу дома. Тем более там говорят, что-то куда-то летает. Я лучше посижу дома. И вот сочетание всех этих факторов. Нефти мало. Нефтепродукт. Что парируется, да, еще раз, это парируется, нехватка нефти парируется за счет резервов. Резервы не бесконечные. Дело даже не в том, что резервы могут исчерпаться, а в том, что обладатели резервов могут сказать: погодите. А давайте мы больше не будем устраивать распродажи. Ну, те же американцы, может, они догадаются, что если распродать все, то ситуация на рынке может вообще не измениться, а конкретно у них резервов останется слишком мало. И они окажутся в очень-очень-очень уязвимом положении. И распродажа закончится раньше, чем закончатся резервы. Но пока распродажа идет, все нормально. Где-то до середины лета распродажа будет продолжаться. Правда, там строгого графика нет. Каждая страна в отдельности для себя определяет, когда, сколько, как она будет вбрасывать на рынок. Но это шаля-валя и традиционно для Европы, для Штатов. Это нормально. Они так любят. Далее. Не хватает авиакеросина, да, и он дорогой из-за этого. И третье. Напряженность в традиционных направлениях, куда летят на отдых. И четвертое, денежек стало меньше у людей. Люди начинают экономить. Люди, несмотря на то, что, у нас любят рассказывать: да, все поголовно очень богатые. Все очень богатые. Страшно богатые, да. Там есть богатые люди. Страшно сказать, у нас тоже. Но какого-то такого чудовищного разрыва, который бы говорил о том, что да немцам вообще плевать, сколько там бензин стоит, или там французам плевать, сколько бензин стоит, вот такого разрыва нету. Люди начинают экономить, люди сокращают потребление. И вот это тоже благоприятно сказывается на устойчивости рынка. Это в том числе приводит к тому, что сейчас нету фьючерсов по $200 за баррель. Ну и тем более все еще надеются на благоприятное разрешение ситуации в Ормузском проливе. Но главное, фьючерсы – это один из показателей. Один из. Это далеко не вся нефть. Это далеко не все цены. И более того,
в марте и апреле разрыв между фьючерсами и той ценой, которую приходилось платить в среднем сейчас и здесь за нефть, так вот, этот разрыв местами составлял от 30 до 50 долларов. Это огромный разрыв, что говорит нам о том, что средние цены, если мы под ценами понимаем вот цены очень широко понимаем, максимально широко, средние цены гораздо выше того, что мы видим в сегменте фьючерсов. И как показывает практика, выкрики отдельных политиков о том, что они обо всем договорились, что сейчас, ну вот уже практически все разрешилось, что сейчас все будет хорошо, сейчас опять нефть пойдет, эти выкрики немножечко неискренни. Эти выкрики не касаются, мало отношения имеют к реальности. Нефть не идет. А если поставки начинаются, то хопа, какое-то обострение, и поставки опять прекращаются. И самое главное, в завершение, что хочется еще раз подчеркнуть, прекращение боевых действий в Ормузском проливе, точнее вокруг Ормузского пролива, открытие Ормузского пролива, восстановление поставок, техническое восстановление поставок, не означает, что добыча и поставки свежедобытой нефти восстановятся моментально. Может так получиться, что разрыв окажется слишком большим, и кризис продолжится. Более того, по существующим сейчас оценкам, уже нехватка за счет всех возможных источников, которые только вот могут в эту нехватку свою капельку нефти вбросить. Так вот, нехватка нефти на мировом рынке уже составляет порядка миллиарда баррелей. Это некий нависающий рыночный, не сказать дефицит, давайте, рыночный навес вот такой, который будет давить на рынок и после завершения конфликта. Может ли при этом конфликт завершиться так, что цены рухнут? Может. А может он завершиться так, что цены взлетят? Может. А может он не завершиться? Может. Все может. Поэтому сколько будет стоить нефть? Где-то от 50 до 1000 долларов. Примерно так. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Geoenergetic Info, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.